5 способов понять, что нарцисс побежден. Если вы находитесь в отношениях с нарциссом, с человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами, то вам нужно уметь по его поведению понимать, что он готов отступиться, что он побежден. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я долгое время работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы поговорим с вами о 5 поведенческих признаках, которые говорят о том, что нарцисс побежден. Он начинает себя так вести, когда он утратил над вами контроль, когда он отчаялся, когда он готов выйти из этих отношений. Очень важно это знать для того, чтобы примерно понимать, в каком месте этих отношений вы находитесь, и чтобы вы как-то могли готовить себя к дальнейшим последствиям. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая вещь, которая говорит о том, что нарцисс проиграл, это если он начинает куда-то пропадать, где-то отмалчиваться, начинает вас вроде как игнорировать, куда-то он исчезает. Тут очень важно отличать две ситуации. Первая ситуация бывает в начале отношений, когда нарцисс сначала формирует эмоциональную связку с другим человеком. То есть вначале очень много этого лавбомбинга, много идеализации, много какого-то, не знаю, попыток как-то там подарками, вниманием, какими-то статусными вещами завоевать внимание другого человека, как правило. Формируется эта эмоциональная связка, и вот нарцисс вдруг куда-то пропал, или он становится таким нарочито холодным. Чтобы на этом перепаде настроения в отношениях, перепаде вообще формата отношений заставить вас как-то гоняться за ним, пытаться его вернуть хотя бы в какое-то информационное поле. То есть он чувствует, что за ним гоняются. Когда же нарцисс проиграл, это обычно бывает, что он становится таким отстраненным, холодным, каким-то исчезающим после того, как у вас была длительная серия конфликтов. То есть, когда уже понятно, что здесь никакой эмоциональной связки нет, когда понятно, что эти отношения как будто бы стремятся куда-то к нулю, и вот тут он начинает исчезать, и вы еще можете прислушаться к себе, вы в такой ситуации слышите, что он как-то исчезает от бессилия, что действительно он утратил интерес. Потому что когда нарцисс так манипулятивно исчезает в начале отношений, там всегда чувствуется, что это, знаете, такое кричащее молчание. Что он как будто бы максимально фокусирован на вас и пытается держать такую марку, что он вас не замечает и ждет, как вы будете реагировать. А здесь он в самом деле как будто бы начинает так отваливаться. Вторая вещь, которая говорит о том, что нарцисс проиграл, это если он начинает чаще злиться, показывать свой этот нарциссический гнев так называемый. Это ситуации, когда ему не удается вас контролировать. Вообще, нарциссический гнев чаще всего нарцисс начинает демонстрировать в ситуации, когда его манипуляции, попытки вас проконтролировать, какие-то эти попытки на колебаниях настроениях вас как-то подловить. Когда это не работает, он начинает злиться, потому что таким образом он как будто бы пытается хотя бы эмоционально на вас надавить. Предположим, он начинает обижаться, вы на эту пассивную агрессию не ведетесь, и обижается, вы не обращаете на него внимания, он злится. То есть, если вы понимаете, что он злится в ответ на ваше нереагирование на его манипуляции, то нужно понимать, что он готов уже сдаться. Нарциссический гнев — это, знаете, такой последний козырь в его рукаве, который он готов как-то использовать для того, чтобы вернуть свое влияние над вашим эмоциональным состоянием. Третья вещь, которая говорит о том, что нарцисс побежден, это если он включает режим обесценивания и насмешек в турборежиме. То есть обычно как это происходит? Когда вы научаетесь отстаивать свои границы, например, говорите ему, что так со мной нельзя, так со мной не разговаривай, мне не нравится, когда ты меня так оскорбляешь. Или если, предположим, он включает какую-то пассивную агрессию и обижается, вы не стараетесь заслужить его любовь и прощение каким-то поведением, как-то будучи угодливой, обижаешься, хорошо, я пока займусь своими делами. В таком случае нарцисс просто как один из способов, который обычно работает, включает режим обесценивания насмешек, начинает вас как-то подкалывать, вести себя как-то так высокомерно. И если вы здесь не ведетесь, а продолжаете также держать свою линию, что так со мной не разговаривай, или, например, если это не смешная насмешка, вы просто игнорируете это, вы замечаете, что он старается еще больше, еще яростнее вас обесценивать, но у него это не работает. Это, знаете, похоже на ситуацию, когда такой злой не смешной клоун как-то пытается работать свою работу, но только никто не смеется и в принципе он никого уже не пугает. То есть когда вы замечаете, что он от бессилия старается включить это такое обесценивание, часто бывает, даже если так к себе прислушаться в таком моменте, включить, так сказать, эмпатию, можно даже почувствовать это отчаяние, которое за этими насмешками всеми лежит. То есть нарцисс уже из последних сил пытается хоть что-то сделать и понимает, что это вообще не работает.
Четвертое поведение нарцисса, которое говорит о том, что он побежден, это если он срочно ищет вам замену. То есть он понимает, что вы уже ускользаете из его, так сказать, липких ручонок, что скоро он вас потеряет, и понимает, что он останется без нарциссического ресурса, без человека, о которого он сможет как-то вот, повышать свою какую-то устойчивость, которую он может эмоционально шатать. Он срочно ищет себе замену. Это может быть новая любовь, новые какие-то друзья, новый проект. И самое главное, что все это происходит вот так на показ, очень демонстративно. Например, он где-нибудь выкладывает в соцсетях, что он какой-то громадный офис снял в центре города, и сейчас он сделает какой-то суперпроект, и вот он прям такой занятый, и у него прям все хорошо. Либо у него какая-то вот новая любовь, и вот вроде бы они только встретились, а уже собираются куда-то ехать в какое-то путешествие, или он там заявляет, там, что это любовь всей его жизни, какое-то предложение делает, или еще чего-то там. То есть, если вы замечаете, что на фоне вот этих вот отношений, которые заканчиваются, которые разрушительные, они разрушают уже сами себя, на фоне того, что у вас с этим человеком постоянные какие-то конфликты, и вдруг он, вот как будто бы у него, не знаю, началось какое-то новое начало, причем это все происходит быстро, демонстративно и так вот как-то дуто, как опереточно, как будто, знаете, вот в кукольном театре, то понимаете, что это он делает от отчаяния, это говорит о том, что он проиграл, он сдался в ваших отношениях. Пятый признак того, что нарцисс проиграл, это если он начинает вести себя как жертва, разыгрывать этот, так сказать, образ жертвы. Если это был скрытый нарцисс, то он начинает в несколько крат больше быть жертвенным. Если это был не скрытый нарцисс, то он начинает, вот вы можете познакомиться с этой его жертвенностью, он начинает всем вашим общим знакомым говорить о том, что вы несправедливо поступили по отношению к нему, что ему так тяжело в этой ситуации, что он не виноват, и вот так вот с ним вот обошлась жизнь несправедливо. Он запускает так называемые летучие обезьяны. То есть он начинает каким-то третьим лицам, которые вам могут это как-то передать, посылать сигнал, что он жертва. В принципе, нарциссы часто через позицию жертвы удерживают людей рядом с собой. И как отличить вот ситуацию, когда это успешная манипуляция, от ситуации, когда это нарцисс проиграл? Если нарцисс проиграл, то он строит из себя жертву какое-то продолжительное время, и вы понимаете, что вы на это не ведетесь. Если вы можете критично к себе как-то вот отнестись, критично как-то себя оценить, вы понимаете, что вот он всем говорит, что он жертва, а вам, какие-то вы эмоции по этому поводу испытываете, но вы, не знаю, там, это на вас не работает как манипуляция, на вас это не влияет. В таком случае вот эта манипуляция, поскольку она длительно работает неэффективно, это сигнал того, что это последний какой-то нерабочий способ нарцисса как-то в этих отношениях проявиться, и это говорит о том, что он проиграл. Если вы находитесь в разрушительных отношениях с человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами, но вам сложно понять, что с этими отношениями происходит, вам непонятно, там, проиграл он или не проиграл, то есть вам сложно разобраться вот в ваших этих отношениях, вы можете записаться ко мне на консультацию, у меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, пишите мне личное сообщение, мы с вами договариваемся. Иногда достаточно одной консультации для того, чтобы разобраться, собственно, в том, где вы находитесь, что происходит. Иногда нужно какое-то большее количество консультаций для того, чтобы выстроить какой-то запрос и решить какую-то более глобальную проблему, так сказать, проработать, как сейчас говорят. Также я буду вам благодарен, если вы поделитесь в комментариях собственным опытом, если, предположим, вы находились когда-то в отношениях с нарциссом и как вы понимали, так сказать, от первого лица, что он проиграл. То есть, что вы видели, что вы наблюдали. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Помните, конечно, что комментарии — это публичное пространство, поэтому позаботьтесь о своей безопасности. Не пишите чего-то, что могло бы вам повредить. Если тема этого видео вам понравилась, поставьте обязательно лайк, я вам буду благодарен. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.